Приветствую, друзья! Сегодня говорим о еще одной новинке от компании Moondrop – классических динамических наушниках под названием LAN, внутри которых установлен очередной прорывной 10-мм драйвер, настроено все по Harman, а в качестве корпусов используются тяжеленькие такие металлические конструкции. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в солидной картонной коробке с изображением героини аниме, заводским графиком АЧХ, внутренним устройством модели и довольно подробным списком характеристик. В комплект нам положили кучу макулатуры, небольшой конверт из кожзаменителя, а также набор серых силиконовых амбушюр. Насадками, в принципе, можно пользоваться, но по размеру они чуть меньше обычного. Кабель же для своей цены выглядит просто шикарно. Интересный такой L-образный штекер на 3,5 мм, хорошая гибкость и витая структура в полупрозрачной оплетке. При этом по сопротивлению он действительно соответствует своей цене. Примерно 56 сотых Ома на каждый из жил. Сами чашечки довольно компактные, тяжеленькие, с двумя отверстиями для компенсации и средним по размеру звуковода, а также довольно простой внешней частью с логотипом компании. Смотрится это неплохо, сидит модель удобно, да и с звукоизоляцией здесь все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас весьма вальяжный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,22%, что, конечно, выше заявленного, но все равно очень достойно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 99 миллисекундам с незначительными возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с пологим таким заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости, акцент на имитации ушной раковины, еще один для усиления резкости звучания, после чего нам делают яму на 10 кГц, дабы подчеркнуть сцену, и пиками на 11, 14 и 17 кГц возвращают звук в воздух и подчеркивают разнообразные перкуссионные моменты. Классический уже график способен удовлетворить подавляющее число меломанов, особенно среди ценителей агрессивной музыки. По своему же характеру я бы отнес LAN к нейтральному, в достаточной мере сбалансированному, с просто великолепной прорисовкой нюансов и чуть ли не идеальной четкостью. Однако это не топовая модель, и у нее, естественно, есть свои упрощения. Так бас здесь заходит не слишком глубоко, то есть не дает тех самых глубоких вибраций. Ритм-секция слегка упрощена, без того самого жирка. Серединки явно не хватает массы, отчего в звуке многовато воздуха и чуть страдает выразительность, да и сцена в глубину практически не рисуется, расставляя инструменты от нас примерно на одном расстоянии. С другой стороны, тут превосходное разделение, неплохая передача эмоций, есть акцент на мелодике, буквально зашкаливающий драйв и та еле уловимая утонченность, благодаря которой даже мне удалось поймать вау-эффект. Слушается это просто сногсшибательно, хотя и не идеально. Ну, то и понятно, модель-то бюджетная. По стилистике LAN лучше всего подойдут для чего-то скоростного и агрессивного. Я с удовольствием послушал в них разнообразный рок, несколько направлений металла, электронику, соул, клубный джаз и даже кое-что из академической музыки. В плане оркестра, как я уже сказал, модель не особо сильна, как и в танцевальной электронике и требовательных вокально-ориентированных жанрах. Но это если вот прямо придираться. Вообще же слушать в них можно что угодно. К усилительному тракту модель не сказать, что требовательно, однако любит, когда мощности с запасом, а из источников я бы выбирал к ним что-то взрослое и сочное, дабы добрать таким образом массы и подчеркнуть их просто потрясающую динамику. Для примера им лучше подойдет Trufer Shio или ShaneLink UA2+, а не Dunu DTC500 или Colorfly CDA M1. Сам же я просто залип на них в связке с аудиоплеером ShaneLink M1S. Скажу больше, они буквально созданы друг для друга. Даже со стационарной связкой от SMSL было не так круто, как с M1S.
Разбирая по частотам, здесь просто превосходный в плане техничности и прорисовки бас, довольно-таки мелодичная и прозрачная середина и тонкие, но полноценные верхние частоты. Производитель лишь слегка их подчеркивает, оставляя нам все богатство отзвуков и не доводя до откровенной яркости или появления артефактов. Лицом к лицу сравнил их со своим текущим бюджетным фаворитом CCA CXS, на который установил кабель от KBR. Так вот, разница между ними была лишь в более глубоком басе, правильно очерченной ритм-секции и той самой акустической массе, о которой я говорил в начале обзора. Это очень схожие, на мой взгляд, наушники, только у CCA отсутствует ряд недочетов Moondrop. То есть, если принимать во внимание их цену, наушники просто шикарные. Из других моделей Moondrop они ближе всего, наверное, к Kata, поскольку наделены подчеркнутой мелодикой, жанровой универсальностью и естественной такой подачей. Звук здесь не сухой и не пресный, как Varia, и не задавленный, как у многочисленных Zero. Пожалуй, это лучшие бюджетные наушники от данного производителя. Если вы во главу всего ставите скорость, разделение, уровень прорисовки и так называемую мелодику, то LAN вам точно понравится. И итогом, хотя динамические наушники Moondrop LAN и выглядят невзрачно, однако своим невероятно чистым, сбалансированным и очень техничным звучанием они легко составят конкуренцию более дорогим решениям от именитых брендов. Все, что касается скорости, прорисовки, натуральности и передачи эмоциональной составляющей трека, это к героям обзора. Да, в бюджетных наушниках, как всегда, не без недочетов, на то они и бюджетные, но по моему опыту LAN довольно-таки хороши. Ставлю их в один ряд со своими любимчиками CCA CXS. Что сказать, это прекрасное сочетание мелодики и нейтральности. Moondrop действительно постарались. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Moondrop LAN. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.